В древности люди считали мед пищей, достойной богов и царей. Упоминания о меде находят у древних шумеров, египтян, вавилонян, греков, индусов и китайцев. Ходят слухи, что знаменитая египетская красавица Клеопатра использовала ванны с медом и молоком для сохранения своей красоты. С тех пор представители разных культур и народностей наслаждаются этим продуктом питания. Но действительно ли мед настолько полезен? И если это так, то тогда какие виды меда наиболее богаты витаминами и микроэлементами? Как отличить настоящий мед от подделки? Об этом и многом другом мы сегодня поговорим в этом видео. Существует множество сортов меда. Пчелы собирают его с разных растений, поэтому эти сорта различаются по цвету, вкусу и запаху. В состав меда входит около 100 элементов, считающихся жизненно важными для организма. И хотя продукт на 80% состоит из углеводов, глюкозы, фруктозы и сахарозы, гликемический индекс его ниже, чем у сахара. Остальной состав включает воду, около 15%, а также белковые соединения и микроэлементы. Точные пропорции полезных веществ зависят от конкретного сорта меда. Среди растительных продуктов натуральный мед считается лидером по концентрации витаминов и микроэлементов. В продукте есть витамины группы В, железо, кальций, магний, фосфор и другие полезные витамины. Отдельно стоит упомянуть про содержание ферментов. Это диастазы, каталазы и фосфатазы. Эти вещества ускоряют обменные процессы, а органические кислоты выступают естественными стимуляторами защитных свойств организма и укрепляют жизненный тонус. Стоит отметить, что мед – это легко усвояемый продукт питания, поэтому его могут принимать люди разных возрастов, не опасаясь проблем с пищеварением. Но наслаждаясь вкусным и ароматным медом, нам нужно помнить о его высокой калорийности. Обычно она начинается от 300 калорий на 100 грамм продукта, поэтому не стоит превышать нормы потребления. Натуральный мед оказывает на организм антибактериальное, очищающее, восстанавливающее и укрепляющее действие. Прежде чем обсудить свойства самых ценных сортов, стоит уделить внимание классификации этого продукта. Мед бывает монофлорным и полифлорным. Монофлорный мед собирают с одного вида растений, например, клевера, подсолнечника, акации или вереска. А полифлорный мед собирают в разных местах, и поэтому его называют по месту сбора – горным, луговым, полевым и так далее. Каждый мед по-своему уникален, и истинные знатоки ценят качество как полифлорных, так и монофлорных видов. Чтобы выбрать свой любимый вкус меда, вам придется попробовать десятки образцов. Но помните, что даже в одном сорте вкус нектара может различаться, а причиной тому служат погодные условия, превалирование того или иного базового сырья, сроки сбора и так далее. А теперь давайте поговорим про самые полезные виды натурального меда. Цветочный – это один из лучших полифлорных сортов, отличающийся прекрасными вкусовыми и целебными качествами. Различают несколько видов этого продукта – луговой, горный, лесной, степной, алтайский, башкирский и так далее. Основным сырьем меда из разнотравья выступает пыльца клевера, липы, гречихи, малины, донника, чабреца или шалфея. И сейчас мы подробнее рассмотрим некоторые из этих видов. Липовый мед – это один из самых ценных сортов меда. Он считается особенно целебным, а многие даже считают его чуть ли не панацеей от всех недугов. Источник меда – это цветки мелколистной липы. В зависимости от медосбора различают дальневосточный и башкирский. Дальневосточный имеет светло-желтый или светло-янтарный цвет, а башкирский – бесцветный. В состав липового меда входят многие витамины, например, С, Е, группы А и В, а также ферменты, которые вы сейчас видите на экране. К полезным свойствам липового меда относят то, что он нормализует пищеварение, устраняет воспаление в ЖКТ, выводит из организма шлаки и токсины, укрепляет сетчатку глаз, нормализует липидный обмен, активизирует кровообращение, а также улучшает состояние кожи.
Жидкий липовый мед можно купить весной и летом. Кристаллизация происходит через 3 месяца после сбора. Поэтому, если вам осенью предлагают жидкий продукт, знайте, что это подделка. Следующий вид меда, который мы рассмотрим – гречишный. Гречиха имеет крошечные цветы, что означает, что пчелы, которые делают гречневый мед, должны усердно трудиться, чтобы собрать достаточно нектара. Россия в настоящее время стоит на 2-м месте по количеству производимого гречишного меда. На 1-м месте находится Китай. Гречишный мед содержит около 37% глюкозы и 40% фруктозы, а по содержанию минеральных веществ и белков он превосходит мед светлых сортов. В состав гречишного меда входят витамины группы В, С, кальций, магний, фосфор и другие полезные витамины. На 100 грамм меда приходится 0,8 грамм белков, 75 грамм углеводов, 0,2 грамма пищевых волокон, а оставшиеся 17,1 приходятся на воду. Он оказывает кроветворное действие, повышает гемоглобин, нормализует давление, улучшает работу желудка и почек. Также этот вид меда полезен при заболеваниях нервной системы, как общеукрепляющее средство. Употребление гречишного меда рекомендуется в качестве профилактики инсультов, артериальных гипертензий и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Женщины часто отдают предпочтение гречишному меду в период беременности, потому что он восполняет дефицит железа и витаминов в организме. Следующий не менее полезный вид меда – это лесной мед. Лесной мед имеет насыщенный яркий вкус. Он собирается с кустарников, трав и деревьев, растущих в лесу. Кристаллизуется этот сорт меда довольно медленно, имеет мелкозернистую или маслообразную структуру. Давайте разберемся, из чего он состоит. Итак, 21% это вода, 86% это углеводы, менее 1% это минералы и до 3% водорастворимые витамины, белки, ферменты, аминокислоты и декстрины. Он полезен для лечения болезней сердечно-сосудистой системы, а также профилактики проблем с сердцем. Яркое болеутоляющее действие и хороший противовоспалительный эффект делают его незаменимым в терапии простудных заболеваний. Антибактериальное действие лесного меда объясняет его полезность при лечении кожных болезней и даже гнойных ран. Он так же, как и гречишный мед, способствует повышению количества гемоглобина в крови, что необходимо при анемиях, и способен проявлять мощное целительное действие при проблемах с функционированием почек. Среди всего многообразия различных сортов донниковый мед занимает особое место, и это не случайно. Несмотря на то, что он относится к числу редких, пчеловоды считают его одним из эталонных сортов, благодаря его полезным свойствам и отменным вкусовым качествам. В состав этого меда входит вода, фруктоза, глюкоза, сахароза и богатый запас минеральных веществ. Также в нем присутствуют вот эти витамины, органические кислоты, углеводы, белковые вещества, аминокислоты, алканоиды, липиды и ароматические вещества. Особенно высоко он ценится за способность усиливать лактацию у женщин в период грудного вскармливания, а также понижать артериальное давление и активизировать работу иммунитета. Он хорошо себя зарекомендовал в качестве надежного средства профилактики простудных заболеваний, особенно в осенне-зимний сезон. Он разжижает мокроту и способствует ее быстрому выведению при заболеваниях верхних дыхательных путей, снимает воспаление и обладает антимикробным действием. Далее идет каштановый мед. Мед из каштанов появляется в результате сбора пыльцы с каштановых деревьев. Пчелы собирают нектар только с 2 видов деревьев – благородного и конского. Поэтому именно от вида дерева будут зависеть цветовые и вкусовые качества меда, а также его целебные свойства. Каштан цветет недолго, поэтому и меда получается немного. Из-за этого его стоимость достаточно высока. Кроме того, каштановый мед относится к темным сортам, а их считают наиболее богатыми на полезные микроэлементы.
Мед обладает достаточной влажностью, углеводы представлены фруктовым сахаром, глюкозой и полисахаридами. Главная особенность каштанового меда – это высокое содержание сахаров. Белковые вещества в меде представлены рядом ферментов, незаменимых аминокислот и азотистых веществ. Также содержатся микро- и макроэлементы. Данный пчеловодческий продукт оказывает на организм целебное воздействие, поэтому его употребляют при следующих состояниях, которые вы сейчас видите на экране. Стоит отметить, что он особенно эффективно справляется с бактериями, оказывает отхаркивающие и жаропонижающие эффекты, нормализует работу печени и борется с симптомами слабости и усталости. Знаете ли вы, что существует мед, собранный с ядовитых растений, таких как азалия, рододендрон, дельфиниум и так далее? Его называют пьяным. После его употребления наступает явление, похожее на симптомы алкогольного отравления – тошнота, рвота, головная боль. Через несколько дней они проходят, но если съесть большое количество этого пьяного меда, то может наступить даже смерть. К счастью, при длительном хранении такого вида меда его ядовитые свойства исчезают. Несмотря на все плюсы меда, которые мы рассматривали в этом видео, витаминов, входящих в его состав, недостаточно, чтобы восполнить суточную потребность. Для этого пришлось бы съесть десятки килограммов. Безусловно, польза от меда есть, но она не так велика, как принято думать. А теперь давайте пройдемся по основным противопоказаниям. Не стоит забывать, что мед – это тоже сахар, поэтому он очень калорийный, и им не стоит увлекаться людям, больным сахарным диабетом и с повышенной массой тела. Следующее, что никогда не стоит забывать, это то, что мед – это аллерген, поэтому он может спровоцировать соответствующие реакции, например, анафилактический шок. Особенно осторожным нужно быть людям, страдающим аллергией на пыльцу. Сейчас мы рассмотрим основные вопросы или даже мифы, которые связаны с медом. Многие считают, что не стоит класть мед в чай, так как в этом случае продукт не только утратит свои полезные свойства, но и станет вредным. На самом деле такое представление отчасти ошибочное. Мед содержит большое количество ферментов, способных разрушаться под действием высокой температуры. Да, это действительно так, но если положить его в чай и достаточно быстро съесть, то такой реакции просто не будет. И хочу отметить, что только через час при постоянном воздействии высокой температуры диастаза будет разрушаться, но чай мы выпиваем намного быстрее. Ферменты способны распадаться лишь при долгом хранении. Теряет ли свои свойства засахаренный мед? Густой засахаренный мед, который сложно достать из банки даже ножом, является самым настоящим медом, который успел вызреть. В таком продукте сохраняется вся польза. Важно лишь, чтобы его не нагревали и не подвергали другой обработке. И другой интересный вопрос – это может ли зрелый мед забродить? Да, может, и это произойдет при неправильном хранении. Мед хорошо впитывает влагу, и если его хранить в помещении с высокой относительной влажностью в негерметично закрытой посуде, то начинается процесс брожения. Иногда при долгом хранении меда на поверхности образуется рыхлый слой, светлее, чем мед, он напоминает по виду сахар-песок. Такое явление характерно для зрелого меда с повышенным содержанием глюкозы и низкой массовой долей воды. Если мед перемешать и в дальнейшем хранить при более высокой температуре, этот дефект полностью устранится. Теряет ли мед свои свойства со временем? Мед – это необычный продукт, это кладовая витаминов и минеральных веществ. Мед долгие годы способен сохранять все свои полезные свойства. И последний вопрос, который напрашивается сам собой: есть ли у меда срок годности? У натурального меда срок годности не ограничен. Это единственный продукт, который при правильном хранении может храниться годами. Главное, чтобы тара, в которой он хранится, была герметичной и туда не попало никаких других ингредиентов. Но единственное, что с ним может произойти, это то, что он засахарится, и это никак не уменьшит его питательных свойств.
Хотя в наше время полки магазинов заставлены всевозможными товарами, найти натуральные и безвредные для здоровья продукты становится все сложнее и сложнее. А ведь продукты должны быть еще и полезными. Такая же ситуация обстоит и с медом. Проводится большое количество ярмарок и выставок меда. Много вариантов представлено в магазинах, и продукт под названием мед вовсе не является дефицитным. А вот найти настоящий мед довольно-таки непросто. Поэтому в этом видео мы рассмотрим несколько надежных способов отличия натурального меда от подделок. В первую очередь обратите внимание на вес меда. Мед – это тяжелый продукт, он весит больше воды. При нормальной влажности менее 21% 1 литр меда весит более 1,4 кг. Очень часто в состав медового нектара добавляют муку и крахмал. Однако недобросовестных продавцов легко разоблачить с помощью теста йодом. Необходимо взять небольшую порцию меда и развести его в воде. После этого, капнув каплю йода, сразу станет понятен результат теста. Жидкость с примесями приобретет синеватый цвет. Пасечники считают это хорошим способом контроля качества. Еще можно определить наличие сахара и воды в меде. Нужно взять листочек бумаги, обмакнуть его в мед и поджечь. Вода станет шипеть, сахар кристаллизоваться, а мед только плавиться. Другой способ для обнаружения сахара – это разогреть с помощью зажигалки кончик железной проволоки и затем опустить ее в мед на несколько секунд. Если после этого проволока останется чистой, то мед хороший, а если к ней пригорит капелька меда, то перед вами подделка. Еще можно определить влажность меда с помощью хлеба. Если в качественный мед опустить кусочек хлеба, то он не намокнет, а возможно станет тверже, поскольку мед сам вытянет из него влагу. И есть еще один простой тест на излишек влаги. Нужно капнуть медом на листик бумаги, и в случае, если капля начала растекаться, а листик вокруг нее стал влажным, в меде содержится излишняя влага. Важно помнить о том, что мед – это не просто подсластитель, это ценный пищевой продукт, который способен укрепить наше здоровье. Поэтому не стоит экономить на этом продукте. Лучше купить меньше натурального меда или не покупать совсем, чем приобрести что-то лишь под названием мед. Мед можно и нужно употреблять здоровым людям с высокой физической активностью. При этом не стоит употреблять больше 2-3 чайных ложек меда в день, чтобы не превысить лимит по сахару. Лучше всего есть его на завтрак или обед и при употреблении не нагревать. Выбирайте качественный мед только у проверенных производителей и соблюдайте правильные условия его хранения. Иначе он может лишиться всех полезных свойств и оказаться пустыми калориями в виде сахарного сиропа с высоким гликемическим индексом. Надеюсь, это видео было вам полезным, и вы узнали больше об этом удивительном продукте и его свойствах. Всем спасибо за просмотр!